Поклонники турецких сериалов с интересом следят за экранными парами, восхищаясь их романтическими историями. Многие мечтают о такой же любви, как у главных героев, но за кадром все далеко не так идеально. Часто актеры лишь создают иллюзию дружеских или романтических отношений ради успеха проекта. А иногда, начав встречаться в реальной жизни, они сталкиваются с проблемами, которые приводят к разрыву и полному прекращению общения. В этом материале мы расскажем о турецких актерах, чьи отношения после совместной работы сложились далеко не лучшим образом. Несмотря на то, что сериал «Кара Севда» до сих пор остается одним из самых популярных турецких сериалов, отношения Неслихан Атагюль и Бурака Özçivit'а не заладились с самого начала. А все началось еще до выхода сериала. Дело в том, что Бурак ранее уже работал с будущим супругом Неслихан Кадиром Доголо. Актеры были дружны в реальной жизни, их часто замечали вместе на отдыхе. Во время одного из интервью Бураку задали вопрос, не вызовет ли у Кадира ревность его работа с Неслихан, на что актер ответил: «Возлюбленный Неслихан – мой друг, мы не совершаем таких ошибок». Эти слова не понравились Кадиру, и вскоре он написал в Твиттере: «Какой самовлюбленный мужчина, это очень опасно». После этого инцидента на съемочной площадке между Бураком и Неслихан возникло напряжение. Они начали избегать друг друга. На закулисных видео видно, что актриса проводит время с другими коллегами, но при этом с Бураком даже не обменивается взглядами. Более того, на собственной свадьбе Неслихан не пригласила экранного партнера, хотя на торжестве присутствовали многие актеры из «Кара Севда». В 2020 году Кадир Доголу впервые высказался об отношениях с Бураком, объяснив, почему тот не был приглашен на свадьбу. «Все думают, что мы часто проводим время вместе, но Бурак – человек совершенно другого склада. Я работал с ним, очень любил его, он смелый человек. У него есть и хорошие качества, но наши характеры не совпадают. Мы не можем быть приятелями или друзьями. Мы никогда ими не были и не смогли бы стать. У нас разные взгляды на жизнь. Он любит футбол, а я нет. И это показывает, что у нас мало общих тем для разговора». Это признание удивило многих поклонников, поскольку было сделано спустя 3 года после завершения сериала. Однако ни Бурак, ни Неслихан ни разу не комментировали слухи о своем разладе. При этом их личные отношения никак не отразились на работе. Оба блестяще справились с ролями, и зрители долго не могли поверить, что между ними были сложности за кадром. Мерт Рамазан Демир и Афра Сараджоглу – одна из самых обсуждаемых пар последних лет. Их экранный роман в Ялу Чапкыне настолько полюбился зрителям, что многие поверили в искренность их чувств за кадром. Вскоре слухи подтвердились. Актеров начали замечать вместе на отдыхе, а затем они сами перестали скрывать отношения. Однако, несмотря на то, что пара выглядела счастливой, их роман закончился так же неожиданно, как и начался. В начале февраля партнеры отписались друг от друга в социальных сетях. Более того, Мерт заблокировал Афру, потому что во всех его публикациях исчезли лайки и комментарии Афры. После разрыва актеры стараются не пересекаться за пределами съемочной площадки. Однако у поклонников все еще есть надежда, потому что пара расстается уже в 3-й раз. Демет Özdemir и Can Yaman, сыгравшие главные роли в романтической комедии «Erkenci Kuş», остаются одной из самых ярких экранных пар турецкого телевидения. Поклонники до сих пор ждут воссоединения пары в новом проекте. На съемочной площадке актеры часто вели себя так, будто их связывают близкие отношения. Однако, по словам инсайдеров, это было частью стратегии по продвижению сериала. В Турции подобный пиар-ход нередко используется в летних проектах. Зрителям создают иллюзию романтической связи между актерами, даже если в реальной жизни они не ладят. Остается загадкой, были ли у Демет и Джана настоящие отношения за пределами съемочной площадки. Но достоверно известно, что после завершения сериала они прекратили общение. Более того, Демет через своих представителей потребовала, чтобы Can больше не упоминал ее имя в интервью. Это произошло после его неоднозначного высказывания. «Наша сериальная пара стала популярна благодаря высокому либидо Демет.
Если бы она была снобом, то ничего бы не вышло. В 2020 году Джам подтвердил, что они больше не поддерживают связь. Когда Демет выходила замуж, она не пригласила его на свадьбу, хотя на церемонии присутствовали другие ее партнеры по разным проектам. Трудно поверить, насколько сильно испортились отношения одной из самых обсуждаемых некогда пар. Речь идет о Ханде Эрчель и Кереме Бюрсине, которые не только сыграли влюбленных в популярном сериале «Сянчал КПМ», но и перенесли свои чувства в реальную жизнь. Фанаты были уверены, что они идеально подходят друг другу и наконец нашли свою настоящую любовь. Актеры часто радовали поклонников совместными эфирами, фотографиями и нежными словами друг о друге. Однако внезапно все изменилось. Ханде удалила общие снимки, в том числе и те, что были связаны с сериалом, и отписалась от Кереме во всех социальных сетях. Поклонники были уверены, что пара воссоединится. Однако вскоре после того, как актеры были замечены вместе, они разорвали даже дружеские отношения. Это стало очевидно после того, как близкое окружение Ханде также удалило Кереме из подписок. Спустя некоторое время Керем тоже стер все фотографии со съемочной площадки, на которых присутствовала Ханде. До сих пор неизвестно, что стало причиной такого резкого разрыва, ведь ранее ни один из них не проявлял подобного отношения к бывшим. Ханде обычно не предпринимала таких шагов первой, а Керем, напротив, поддерживает дружеские отношения со своими бывшими возлюбленными. Так закончилась история любви пары, начавшейся с теплой дружбы. Теперь поклонникам остается лишь пересматривать Сянчал КПМ и наслаждаться их экранной химией. Эбру Шахин и Акын Акынөзү, исполнившие главные роли в популярном турецком сериале «Херджаи», завоевали сердца зрителей по всему миру. Многие поклонники мечтали, чтобы их экранная любовь стала реальной. Продюсеры проекта активно поддерживали интерес к паре, организовывая совместные фотосессии и поездки на различные мероприятия. Однако за кулисами их отношений были далеки от идеальных. Акын предпочитал проводить свободное время в одиночестве, а к финалу напряжение между коллегами достигло предела. Режиссер Херджаи обвинил Акына в том, что он регулярно опаздывал на съемки, конфликтовал с командой и даже повредил трейлер. Сам актер и его адвокат эти заявления опровергли, обвинив постановщика в клевете и подав в суд. Однако Эбру стала на сторону режиссера. Она удалила Акына из подписок в социальных сетях еще до окончания сериала и даже поставила лайк на публикацию, направленную против актера. После этого партнеры окончательно прекратили общение и стали полностью игнорировать друг друга. Летом 2022 года, когда журналисты начали расспрашивать Акына о предстоящей свадьбе Эбру, он долго избегал ответов. Когда Акына в очередной раз спросили про то, пойдет ли он на свадьбу актрисы, он ответил следующим образом. «Насколько я понимаю, партнерша, с которой я 3 года работал, собирается вступить в брак. Я желаю им счастья. Что я могу еще сказать?» Репортер вновь задал Акыну вопрос о том, пойдет ли он на свадьбу, если ему дадут приглашение. В ответ актер раздраженно заявил: «Это глупый вопрос. Приглашение и не придет. Пошел бы я, если бы меня пригласили. Это остается открытым вопросом». При этом на свадьбе Эбру присутствовал почти весь актерский состав сериала «Херджаи». Кроме того, когда в 2024 году у Акына скончалась мать, Эбру не пришла на похороны, что окончательно подтвердило, что их отношения остались напряженными даже после окончания сериала. Айча Айшин Туран и Альп Навруз были одной из самых обсуждаемых пар среди поклонников турецких сериалов. Их экранный роман «Вода Масалы» так полюбился зрителям, что новости об их реальных отношениях вызвали настоящий ажиотаж. Айча и Альп объявили о своих отношениях только после финала сериала. Для Айчи это был первый раз, когда она открыто говорила о своих чувствах, поэтому многие верили, что эти отношения продлятся долго. Однако спустя примерно год пара рассталась. После этого они не только прекратили общение, но и удалили друг друга из подписок в соцсетях. Напряжение между бывшими возросло еще больше после интервью Альпа, которое он дал спустя 2 месяца после расставания. Актер заявил, что давно не был влюблен. Кроме того, он отметил, что никогда не делает первый шаг в отношениях.
Когда репортеры спросили его, склонен ли он к флирту, Алип ответил: «Я могу флиртовать, если между нами образуется химия, но не стоит придавать этому серьезное значение». Многие поклонники восприняли эти слова как косвенное подтверждение слухов о причине разрыва, что только усилило обсуждение в сети. Несмотря на то, что многие поклонники мечтают о том, чтобы их любимые пары были счастливы вместе и за пределами съемочной площадки, реальность часто оказывается иной. Нам остается лишь восхищаться их профессионализмом. Пишите в комментариях, чья пара вас расстроила больше всего. Спасибо за просмотр.